Представляю еще раз следующего спикера. Мы уже переходим в студию. Это Артур Азизов, B2Broker, основатель и генеральный директор Российской Федерации. Пожалуйста, Артур. Спасибо, Алексей. Всем доброе утро, коллеги. На самом деле тоже хотел прежде всего сказать о том, что мы рады видеть, да, как развивается, в принципе, регуляция, как развивается белорусский рынок, как он растет. И если посмотреть на реестр, да, компаний, то вы увидите довольно все известные компании, и наверняка очень многие планируют, да, свою экспансию, потому что, в принципе, регуляция рынка позволяет имплементировать какие-то новые продукты, технологии и те возможности, которые не дают другие юрисдикции, использовать в другом месте. И вот Сергей Витальевич, да, очень хорошо об этом сказал, вот, поэтому присоединяюсь к словам. Я сегодня расскажу такую тему, как развитие рынка Форекс не только с помощью того, что говорил Дмитрий Валерьевич, да, через расширение спектра торговых инструментов и классов активов, хотя это, безусловно, номер один фактор, да, то есть это первоочередной. Но я расскажу о таких дополнительных историях или факторах, да, которые тоже влияют на развитие рынка в целом. Это возможности использования цифровых активов для расчетов среди участников рынка Форекс, то бишь между субъектами и трейдерами, инвесторами, клиентами, да, конечными пользователями, да, можно назвать по-разному. Начнем с того, что на сегодняшний день история и вообще капитализация цифровых активов приблизилась к рекордным за всю историю цифрам, да, то есть мы видим на 22 марта у нас биткоин это более $1 триллиона, эфир это больше 200 миллиардов, и, собственно, пошли дальше стейблкоины, USDT 39, почти 40 миллиардов, да, и регулируемый стейблкоин USDC почти 13 миллиардов. Дальше, собственно, хотел бы сравнить стейблкоины с концепцией центральных валют центральных банков. И здесь, конечно, вы можете посмотреть, в принципе, насколько быстро все двигается в плане развития. Практически уже, наверное, не знаю, порядка 50% мировых банков объявили как минимум о тестировании, и, наверное, порядка 30% уже запустили какие-то свои пилоты. Зачем вообще, в принципе, происходит такой стремительный рост, и все центральные банки очень активно разговаривают о внедрении центральных валют центральных банков, да. Первое – это, конечно же, скорость транзакций, потому что на сегодняшний день, если сравнивать SWIFT-платежи, даже, в принципе, вот аналог SEPA, Instant SEPA, да, которая фактически происходит моментальные расчеты между банками, между компаниями, даже когда банки находятся в различных странах, но при этом в одной зоне, то здесь фактически скорость очень сильно увеличена. И дальше обратите внимание на то, что если взять сегмент вообще, сколько затрат уходит на обслуживание фиата, это кассиры, банкоматы, машины, печатание банкнот и так далее, так далее, так далее. То есть это вот такой огромный вообще сегмент. И на это уходит значительная часть бюджета. Соответственно, центральные валюты в центральных банках могут кардинально решить
этот вопрос и, в принципе, очень сильно увеличить эффективность. Также, конечно, решится вопрос потому что все-таки в сфере фиатных валют до сих пор присутствуют различные какие-то, так сказать, подделки банкнот, да, эта проблема тоже фактически будет решена, какой-то вот фрод, связанный с этим. То есть единственная, наверное, такая, не то чтобы нерешенная, да, нерешенный вопрос, но единственный, как бы момент, который остается под вопросом, это безопасность. Но, в принципе, безопасность будет решена тем, что частично эта безопасность ляжет на банки, которые будут обслуживать платежи, потому что наверняка у всех центральных банков будет возможность открывать прямые кошельки ритейл пользователям, клиентам, но при этом для тех пользователей, кто будет использовать банковские приложения, для них переход с фиатных расчетов на центральные валюты центральных банков пройдет вообще незаметно, потому что сейчас вы открываете мобильное приложение, да, банковское, вы видите цифры, и, в принципе, эти цифры, вы не понимаете, как бы, что за этими цифрами, да, там стоит. Это фиат, либо безналичные платежи, либо это будут цифровые платежи. То есть, в принципе, все это пройдет очень безболезненно. И здесь вот как раз-таки хотел бы рассказать основное сравнение, да, между Central Bank Digital Currency против стейблкоина. На самом деле стейблкоины, когда появились, и первый стейблкоин это был USDT, собственно, темпы развития USDT мы увидим позже, но здесь вот основное сравнение, да, между центральными валютами и стейблкоинами. То есть фактически единственная такая большая разница – это то, что эмитент центральной валюты центральных банков – это сами центробанки. Либо в Евросоюзе, да, это ЕЦБ. Соответственно, все плюсы сохраняются, ну и плюс, соответственно, это регуляция в том плане, что цифровые валюты центральных банков, они, конечно, полностью обеспечены государством. Дальше. Так. Хотел бы сказать немножко про регулирование, то, что сейчас в мире происходит. Собственно, как мы видим, США еще в 2000, наверное, 15-16 годах, да, то есть 17 год особенно себя показал, то есть когда USDT и, в принципе, стейблкоины активно развивались, то США пошла не по запрету, а наоборот, как бы они посмотрели, как это работает, в частности, вот компания Tether, да, которая выпустила там первый так называемый стейблкоин, собственно, компания пошла, и США пошли по пути мониторинга, по пути как бы изучения, что это такое, и в 2018 году вышел компания Circle, выпустила свой первый стейблкоин, это USDC, который получил просто невероятное развитие там, за последних буквально 2,5 года. И США фактически таким образом через частную компанию запустила доллар в криптоэкономику. То есть фактически возглавила, да, вот этот раунд и таким образом пустили тесты доллара в криптоэкономике, начали производить через частную компанию. В Японии изначально, если вы помните, с чего вообще пошел такой очень сильный рост, 1 апреля 2017 года Япония выпустила директиву, где цифровые валюты отнесла к третьему определенному классу активов, то есть они их назвали как виртуальные активы, и 1 апреля после выхода этого закона, как раз в этот момент, биткоин достиг $1000.
Япония на сегодняшний день немножечко извинили законодательство, да, то есть они объединили несколько классов, но при этом уже в 2021 году Банк Японии запускает тестирование. В Европе изначально криптовалюты отнесли к классу товара, поэтому де-факто они были разрешены. Их использовали как, то есть классифицировали все компании при покупке-продаже как покупка-продажа товара, да, то есть никакого отличия между, там, не знаю, дистрибьюцией какого-то другого товара и криптовалют фактически не было. Поэтому всегда, в принципе, банки сами в Европе не сильно, ну, я говорю про большинство банков, не сильно шли на контакт с криптовалютной индустрией, но при этом регулируемые платежки, которые фактически являются клиентами этих банков, всегда охотно шли на контакт с криптовалютными компаниями и их обслуживали. Таким образом, банк с себя снимает как бы ответственность, он перекладывает эту ответственность на одного своего большого клиента, вот эта платежная компания, которая уже дальше обслуживает бизнес, а бизнес уже обслуживает ритейл-клиентов. Собственно, таким образом было выстроено и до сих пор сейчас идет. Но законопроект уже о цифровом евро есть, и сейчас уже даже вышел, по-моему, проект, драфт новой директивы, которая будет принята, скорее всего, в 2021 либо 2022 годах, и в Европе появится полное регулирование криптоиндустрии. В Китае, собственно, на сегодняшний день это, наверное, самый большой прорыв они сделали, хотя изначально они пошли по пути запрета, в принципе, криптовалют, но при этом оставили блокчейн, и на сегодняшний день уже провели тесты, причем не просто какие-то пилоты, а уже в конкретных провинциях раздали через красные конверты цифровые юани, обязали мерчантов принимать эти цифровые юани, и фактически в Китае сейчас абсолютно все готово, чтобы перейти на расчеты в цифровых валютах. Для Центробанка Китая это будет огромный шаг, потому что на сегодняшний день в Китае очень большая проблема с наличными платежами. То есть огромное количество наличного оборота и у Центробанка Китая, как, в принципе, у других центробанков, которые пытаются вводить цифровые валюты, это изъятие, полностью искоренение наличной денежной массы из обращения и замена это все цифровыми активами для того, чтобы иметь возможность делать полный анализ всех транзакций. Собственно, в России, как вы видите, закон о ЦФА был принят в 2020 году, и Банк России выпустил на обсуждение, на открытое обсуждение, собственно, описание, или, как они говорят, white paper цифрового рубля. И, скорее всего, в конце 2021 года уже запустится полностью боевое тестирование. Как я уже говорил, что разговоров идет очень много, но на самом деле, если говорить про страны СНГ и, в частности, про Россию, в России супертехнологичные банки. Те, кто работает с европейскими банками, наверное, поймет, о чем я говорю, да. Россия в плане как бы банковских платежей одна из ведущих, наверное, стран в мире, поэтому внедрение цифрового рубля практически никто даже не заметит использователей, потому что те цифры, которые у вас есть в приложении, они так и останутся. И фактически банки возьмут на себя вопросы безопасности. Что, если говорить про рынок платежей, то мы можем увидеть, что, в принципе, на сегодняшний день платежи разбиты таким образом, что через мобильные кошельки, через цифровые валюты, то есть через все какие-то каналы очень быстрых мобильных платежей доля достигла уже 45%. Это в глобальной как бы
экономики. И к 2024 году эта доля перейдет к 50%. Дальше карты занимают у нас 22%, кредитные, дебетовые почему-то разделили, да, 34%. И дальше пошли банковские переводы, и уже там 3% в глобальном понимании наличные. Так вот, 4,6 триллиона долларов – это общий объем вот таких вот транзакций. Собственно, теперь, если мы отнесем этот рынок транзакций на рынок платежей на рынке Форекс, то мы увидим, что здесь мы, конечно, сделали такой сложный расчет статистики, потому что нету абсолютно открытых данных, нету четкой методологии подсчетов, да, но если будет интересно, мы представим, как мы делали наши расчеты. Но суть такая, что на сегодняшний день более 20 миллиардов долларов – это, собственно, клиентские активы у основных форекс-брокеров. 330 миллиардов долларов – это среднедневной оборот. 450 миллионов долларов – это средний объем депозитов ритейл-клиентов крупного форекс-брокера. То есть это мы взяли основных форекс-брокеров, поделили на клиентские активы и вот, собственно, получили вот такую сумму. Можно даже посмотреть, вот это IC Group, CMC Markets, XTB и Toro. И дальше мы все это привели, статистику разбили по странам и распределили по клиентам, по субъектам рынка Форекс. И США, Великобритания, Германия, Австралия, Япония – это вот основные такие игроки, и, собственно, можно посмотреть разбивку по платежам в этих странах. Теперь давайте вернемся к сравнению фиатных валют и криптовалют. Мы можем посмотреть, что еще в 2016 году это всего было 94 миллиарда против 101 тысяча миллиардов фиатных валют. И за 2019 год есть официальная статистика транзакций фиатных валют. Это 128 тысяч миллиардов был совершен объем транзакций фиатных валют в 2019 году. И теперь мы посмотрим на объем транзакций криптовалют. В 2020 году уже было совершено 1400 миллиардов. То есть рост за 4 года произошел во сколько? В 15 раз, даже больше. Почему, с чем это связано? На сегодняшний день регуляция ФАТКи и, в принципе, все корреспондентские банки, да, а их, в принципе, все знают, которые обслуживают все другие банки мира, локальные банки, каждый год, начиная с 2013 года, очень сильно закручивают гайки. И за последние года на этом рынке уже требования и регламенты ужесточили настолько, что фактически рост криптовалюты и рост транзакций в сети, да, особенно рост в сети тезера или стейблкоинов, это вот такой ответ на вот это ужесточение, на вот этот запрет, потому что даже, по-моему, вот Сергей Витальевич, да, в этом говорил, что если сильно запрещать, то при наличии спроса всегда найдется какое-то предложение. Вот оно так и получилось. И на сегодняшний день вот это количество транзакций в сети, особенно в сети стабильных монет, оно растет не по месяцам, оно растет по часам. Очень сильно. И это удобно, это быстро, это более такой пострегуляторный мониторинг, да, когда не сначала вы запрашиваете 2 недели, вы переписываетесь с банком, чтобы вам какую-то крупную сумму отправить
в другую страну, там, другой компании, да, а сначала вы отправляете, а потом по требованию регулятора, если нужно, предоставляете какие-то документы. В принципе, такая система работы в Америке, и американские банки работают именно так. У нас пока, к сожалению, по-другому, то есть сначала ты должен банку объяснить, для чего, кому, зачем, почему, на каком основании ты делаешь платеж, и только лишь потом ты сможешь отправить платеж. В криптовалюте все немножечко по-другому, все очень быстро, моментально, поэтому вот этот ответ, он очевиден был и продолжает рост. На сегодняшний день, конечно же, кредитные карты в сфере форекс-платежей, они на первом месте среди форекс-брокеров по всему миру, но, как вы видите, уже расчеты в криптовалюте, это включается сюда не только стейблкоины, но и, в принципе, все. Ну, я буду брать только топ-5, да, там, криптовалют, там, топ-10 максимум, потому что все, что ниже, там уже есть вопросы определенные. Достигла уже доля 11% в структуре платежей. И, конечно, идет глобальная борьба с деофшоризацией, с офшорными компаниями, но при этом регулирование в сфере платежей, в сфере мерчантов, в сфере кредитных карт, Visa, MasterCard, да, оно достигло, наверное, такого своего апогея, что фактически возможность принятия депозитов и выводов клиентам в криптоактивах, они растут, как я уже сказал, по часам. И фактически это вот такой вот ответ на сложности банковских платежей, на сложности открытия счетов. Сейчас, если вы вспомните еще буквально 2 года назад, наверное, это был такой пик, когда компаниям, даже с лицензиями, даже имея в Европе европейскую инвестиционную лицензию, вам все равно сложно открыть банковский счет в нормальном, хорошем банке европейском. И это уже был, на самом деле, такой апогей вот этого всего кризиса, поэтому криптовалюта и расчеты в криптовалюте, в частности в стейблкоинах, они абсолютно решают все эти вопросы. И Visa, MasterCard уже потеряли порядка 7, может быть, даже там, ну, по разным оценкам, от 7 до 10% транзакций, и поэтому очень резко Visa, MasterCard объявили о том, что они собираются разрешить и уже запускают пилотные проекты с рядом компаниям, которые являются там мемберами, да, членами Visa, MasterCard, разрешить им делать расчеты в криптовалюте, либо привязывать кошельки, номинированные в криптовалюте, к кредитным картам. То есть, чтобы вы, когда расплачивались в магазине за кофе, у вас списывался, собственно, маленькая часть баланса с вашего биткоин-кошелька. Ну, не буду повторяться, да, это вот опять же про форму расчетов. И сейчас я бы хотел рассказать вот немножко такую предысторию. В 2008 году началось ужесточение, в 2011 году регулирование платежной индустрии в Китае и в России вышло на новый уровень. В 2014 году ввелась как раз-таки вот AML-директива в Евросоюзе, после чего началось сильнейшее давление на банки, на корбанки и, соответственно, дальше на локальные банки. В 2016 году еще более усложнили правила платежей. В 2017 году FINRA поняла, что, скорее всего, AML-программы сильно зарегулированы и необходимо пересмотр. И в 2019 году как бы апогей всей регуляторики был на уровне того, что даже MasterCard и Visa в ряде стран вообще забанили как бы платежи форекс-брокеров.
Ну, не будем дальше про проблемы, давайте остановимся на возможностях. Здесь мы сравниваем возможности использования цифровых валют в расчетах, да, и мы видим, что традиционные криптовалюты, конечно, на сегодняшний день, они для расчетов показали наверняка уже свою неэффективность, потому что когда сеть биткоина загружена, мы видим, что некоторые транзакции проходят по 10 минут, по 15 минут, да, когда там в первый блок попадет ваша транзакция. Плюс огромная волатильность, она, конечно же, не дает нормально спрогнозировать мерчантам, либо даже клиентам количество самой криптовалюты, которую необходимо отправить, потому что все-таки цены до сих пор все номинируются, и депозиты, форекс-брокеры и инвестиционные компании все-таки номинируют их в традиционных валютах. И волатильность фактически сделала биткоин, эфир и какие-то другие основные криптовалюты инвестиционным инструментом, а не расчетным. Хотя у биткоина есть огромный плюс против стабильных монет и центральных валют центральных банков, да, это децентрализованность, потому что если мы говорим про стабильные монеты, неважно, USDC, это либо USD-коин, то есть регулируемые, либо нерегулируемые, это биткоин, это все-таки настоящая децентрализация, когда при наличии ключей у вас на флешке никто не сможет заблокировать вашу транзакцию, ваш кошелек, забрать ваши деньги, ну, при условии, если вы не потеряете ключи. Все стабильные монеты, особенно регулируемые, так как эмитентом выступают регулируемые компании, у них есть возможность делать эмиссию стабильных монет и также, наоборот, сжигание, да, этих токенов, то и в смарт-контрактах, да, если сделать анализ этих смарт-контрактов, вы увидите, что у них у всех есть функция заморозки транзакций и блокировки адресов. И на сегодняшний день уже немало случаев, поэтому про стейблкоины, они вошли, конечно, в расчеты между компаниями очень прочно, но при этом все понимают, что это уже не криптовалюта. Это полностью регулируемая стабильная монета, причем централизованная полностью, на децентрализованном блокчейне. То бишь эфир, либо какой-то еще другой блокчейн, на котором развернут, да, вот этот токен. Это может быть и Omni, да, но постепенно он уже количество транзакций в той сети падает, все это переходит на эфир, потому что эфир все-таки более понятный с точки зрения технологий и с точки зрения вообще как бы стабильности сети и ее децентрализованности. Но обращу ваше внимание, что это уже не криптовалюта в прямом понимании этого слова, так как это уже полностью централизованная монета. Ну, какие еще плюсы? Ну, то, что у стабильных монет и центральных валют центральных банков курс привязан к той монете, да, или там, к той национальной валюте, которую он представляет, поэтому здесь нет риска волатильности, но есть абсолютно все преимущества и даже больше всех плюсов как бы расчетов. Дальше очень много центральных банков ведет разговор о том, что а как же быть с AML, с KYC. Ну, здесь на самом деле все очень просто. Если мы говорим про какую-то регулируемую экономику, да, и на сегодняшний день, если мы возьмем там любую юрисдикцию, где все финансовые институты регулируются, у них есть нормы обязательства по верификации пользователей, по их идентификации, по соблюдению AML правил, то все абсолютно эти же правила, они работают в криптоиндустрии, они все накладываются на эти транзакции, и когда два финансовых института знают одного клиента, то
нет даже смысла как бы, то есть AML в этом случае он не будет иметь какого-то глубокого смысла и траты на него огромных ресурсов, потому что когда два фининститута понимают, кто это, кто делает транзакцию, кому, когда, сколько, на основании чего и для чего, то в этом случае сами вот эти вопросы отпадают, и можно будет переходить уже на так называемое пост или мониторинг регулирования, да, когда системы мониторинга в банках и, в принципе, в финансовых институтах, то есть AML-нормы, они уже предъявляются не к конкретным процедурам, хотя к процедурам они остаются, безусловно, но также они применяются к определенным системам, и должны быть заданы определенные параметры в этих системах, которые мониторят платежи по таким-то критериям. То есть фактически это будет огромный шаг вперед, так как роботы и анализ транзакций, они сделают этот AML намного качественнее и лучше любого комплаенс-отдела, да, потому что он будет работать без ошибок, без человеческого фактора, 24/7, без сбоев, без выходных. Ну и, собственно, у центральных банков либо у регуляторов будет прямой инструмент посмотреть, какие параметры заданы в этих мониторингах и как они, как эти сигналы передаются регулятору. Поэтому здесь страх вот этого AML, я считаю, что всем субъектам форекс-компаний, регуляторам, далее ассоциациям нужно объединяться и доносить до правительства о том, что риски фактически минимальные. Я бы даже сказал, что здесь рисков еще меньше, нежели чем в расчете с фиатными валютами. И активнее внедрять в индустрию Форекса, либо всего инвестиционного сегмента платежи как минимум в стабильных монетах. Ну и когда появятся валюты, центральные валюты центральных банков, там понятно, что это уже будет априори, да, как бы разрешенная валюта, которую можно будет использовать в расчетах между брокерами и клиентами, ликвидити-провайдерами и другими субъектами финансовых институтов. Собственно, еще раз, на основании моей презентации, да, мы выразили вот такую нашу точку зрения о том, что, в принципе, все страны мира потихонечку к этому уже движутся, некоторые страны движутся очень быстро, и вот хотелось бы, чтобы 6-я годовщина рынка, да, в Беларуси, собственно, ознаменовалась тем, что еще и введут в расчеты форекс-брокеров как минимум стабильные монеты, и это позволит привлечь просто колоссальное количество клиентов, упростить, удешевить расчеты и, самое главное, увеличить контроль, увеличить анализ и снизить риски. Спасибо, коллеги.